В Нидерландах две есть основные формы собственности. Для всех такое правило, да, лучше БВ открывать. Какой размер уставного капитала потребуется? А сколько времени вообще занимает регистрация компании? Сегодня у нас в гостях Александр Баранов, представитель международной юридической компании. И сегодня мы поговорим на тему регистрации юридического лица в Нидерландах. Обсудим вопросы регистрации, наличия уставного капитала, форм собственности и другие интересные вопросы. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, расскажите немножко поподробнее про себя и про вашу компанию, чем вы занимаетесь. Я являюсь управляющим партнером юридической компании BCA Unternehmensberatung. Это немецкая юридическая компания с представительством в Москве и в Петербурге. Мы занимаемся помощью при регистрации юридических лиц за рубежом, в Европе, в Азии, в ряде других стран, помощью в открытии счетов и налоговыми консультациями в связи с переездом, либо в связи с открытием бизнеса в другой стране. Здорово. Александр, и у меня первый вопрос касательно как раз Нидерландов и регистрации компаний. Так как у нас в основном аудитория – это предприниматели, бизнесмены, которые планируют или уже релоцировались в страну, им необходимо открывать компании там, да, и вот первый, соответственно, вопрос, если говорить про форму собственности для регистрации стартапа, например, да, какая форма собственности наиболее подходит? В Нидерландах две есть основные формы собственности. Это БВ и НВ. БВ – это аналог общества с ограниченной ответственностью России. НВ – это акционерная компания. Акционерная компания – это уже более масштабный стартап должен быть, где много инвесторов, потому что там капитал разделен на акции, они выпускаются, хранятся в депозитарии и так далее. Для начала, для практически любого стартапа подойдет форма собственности БВ. Независимо, да, от вида деятельности, от количества, там, может быть, фаундеров, и, ну, то есть это, в общем-то, для всех такое правило, да, лучше БВ открывать. За исключением, если там много уже акционеров планируется, инвесторов, допустим, 10, и там нужно действительно задуматься о том, как распределить между ними ответственность. Возможно, будут разные классы акций, по-разному будут распределяться дивиденды, тогда стоит НВ, акционерное общество. В тех же остальных случаях, или когда инвесторы хорошо знают друг друга, доверяют, достаточно БВ. Отлично. А если мы открываем БВ, тогда какой размер уставного капитала потребуется? В БВ нет требований к какому-то определенному размеру уставного капитала, он может быть хоть 1 евро. Конечно, компании с 1 евро не регистрируют, надо хотя бы 1000 указать, чтобы потом для открытия счета в банке это выглядело более солидно, скажем так. Но так требований никаких нет. Все ясно, отлично. А я правильно понимаю, что сначала регистрируется компания, а уже потом счет в банке открывается, да? Или Да, Ага. да, Сначала регистрация, потом банковский счет. да. Отлично, да. Смотрите, если у нас клиенты получают стартап-визы, да, команды получают стартап-визу, то в какой момент требуется зарегистрировать компанию в Нидерландах? То есть еще до получения стартап-визы или уже потом можно на месте приехать и уже на месте спокойно зарегистрировать компанию? Для стартап-визы компания регистрируется в последнюю очередь, когда уже есть одобрение самого проекта, когда уже получено одобрение миграционной службы, тогда уже надо приезжать и завершать все формальные процедуры, в том числе и регистрацию компании. А сколько времени вообще занимает регистрация компании? В Нидерландах это очень быстро, занимает 2 рабочих дня. Компания регистрируется нотариусом, это основной орган, с которым контактирует учредитель. Он приходит к нотариусу, записывается на встречу, заранее приносит все необходимые документы. Дальше всю работу выполняет исключительно нотариус. Он отправляет документы в торговую палату, и как только документы ему возвращаются, это обычно 2 дня, учредитель уже становится владельцем компании.
Мгм. Ну, то есть получается, что учредитель вообще, как бы участие учредителя не требуется, то есть все делается через нотариуса, да, и учредитель не должен присутствовать физически даже при регистрации. Правильно Да, можно понимаю? сделать удаленно. Конечно, он может приехать и лично пойти к нотариусу, но обычно достаточно доверенности, заверенной апостилем, в зависимости от страны. Мгм. Замечательно, очень удобно, я считаю. Да. Правильно понимаю, да, вы сказали уже, что подается в торговую палату документы? Да. Мгм. А какой перечень документов необходим для регистрации? Если это физическое лицо, то от него нужна только заверенная копия паспорта и заверенная копия документа, подтверждающего его адрес проживания. Например, это может быть счет за коммунальные услуги по месту его проживания. Это может быть банковская выписка, где будет указан его адрес. Это надо заверить у нотариуса, и этого документа достаточно. Так как сейчас нотариусы обязаны в Голландии проводить такую сложную комплексную проверку каждого клиента, проверять его по различным базам данных, чтобы исключить риск, что это может быть операция по отмыванию денежных средств и так далее, то дополнительно могут запросить некоторые дополнительные сведения. Например, резюме в свободной форме, опыт работы, если этот учредитель уже владеет каким-то бизнесом в России или за рубежом, обязательно попросят выписки из реестра на эти компании. И если вносится какой-то существенный капитал, будут просить источник происхождения средств. Это может быть выписка из банка о том, что была зачислена зарплата, дивиденды или, например, продажа акций, продажа какого-то крупного имущества. Это уже определяется индивидуально каждым нотариусом, потому что у всех свои правила. А если несколько учредителей у компании, например, два учредителя, то составляется какой-то договор, наверное, да, дополнительно? А, И от Нет, второго, мгм, и от второго учредителя также требуются те же самые все документы. да. Мгм. А про договор, да, если можно, вот, расскажите немножко. Ну, есть устав, это основной документ компании в Мгм. Нидерландах. В принципе, составляет его только нотариус, и если у учредителя есть какие-то пожелания к тексту, то нужно согласовывать все с нотариусом. Потому что, во-первых, надо проверить, чтобы все пожелания учредителей совпадали с Гражданским кодексом Нидерландов и не противоречили ему. И, во-вторых, нужно хорошо разбираться в праве Нидерландов, чтобы, внося какое-то изменение в устав, не ухудшить какую-то ситуацию в будущем, которую тоже надо уметь предвидеть. Мгм. Понятно. А скажите, пожалуйста, наверняка к вам много достаточно фирм обращаются. Может быть, какие-то вопросы они задают? Вот знаете, стандартные вопросы, которые задают при регистрации. Есть такое что-то? Или какие-то боли, может быть, у клиентов, да? Вот что вообще их интересует больше всего? Сейчас основной вопрос – это откроют ли в принципе в Нидерландах компанию для граждан России, откроют ли счет и какой нужен уставной капитал, нужен ли местный директор. Это стандартные вопросы, Мгм. которые задают, наверное, задают 90% всех Мгм. людей. Ну, а сейчас нормально открывают? То есть это легко открыть компанию? Есть какие-то проблемы с открытием компании в Нидерландах? Или все как обычно в стандартном режиме? Можно сказать почти все как и раньше, но надо обратить внимание, что в Нидерландах ряд услуг теперь находятся под запретом для граждан России. Например, нельзя хранить в местном банке более 100 тысяч евро, нельзя пользоваться услугами местных номинальных директоров, которые помогают в открытии компаний и счетов. А, Не все провайдеры юридических адресов окажут такую услугу для гражданина России, и не все бухгалтеры и аудиторы будут сотрудничать тоже с гражданином России. Но в плане регистрации компании, если пройти проверку нотариуса, то он ее зарегистрирует. Конечно, сейчас это будет дольше. Если раньше он мог это за неделю проверить все и дать свое согласие, что он будет открывать компанию, то здесь это может затянуться на 1 месяц ожидания, что нотариус согласится принять этот заказ в работу.
Мгм. Ну, то есть все-таки в общей сложности получается, что затрачивается времени на открытие компании, ну, не два дня сейчас, да, а получается, что если вот с проверкой нотариуса, с работой с ним, да, по всем документам, получается, что это достаточно долгий процесс. Да, 2 дня – это время, когда торговая палата регистрирует компанию. Мгм. После того, как получает ее все документы от нотариуса. Мгм. Работа же с нотариусом, она займет некоторое время на подготовку, на сбор сведений, на подписание документов. То есть она всегда была там, недели-две на подготовку. Сейчас подольше. Сейчас основная задача убедить нотариуса, что этому конкретному учредителю именно в Нидерландах необходимо открывать свою компанию сейчас. Мгм. Все ясно. И последний вопрос, Александр. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какой-то совет для предпринимателей при регистрации компании? Основной совет – это более внимательно и скрупулезно подходить к регистрации компаний именно в Нидерландах, потому что при кажущейся легкости и быстроте процессов все-таки надо иметь в виду, это высоконалоговая страна, и можно получить налоговую базу даже тогда, когда компания еще не работает. Поэтому здесь крайне важно либо самому начать хорошо разбираться в местных правилах ведения бизнеса, в местном налоговом праве и понимать хоть на каком-то уровне голландский язык, либо обращаться к местным специалистам или специалистам России, которые владеют такой информацией, чтобы они помогли именно на самой ранней стадии и с самого начала позволили компании работать без проблем. Все ясно, хорошо. То есть все-таки получается, что для выполнения юридических каких-то требований требуется все-таки голландский язык, да? То есть здесь одним английским не обойдешься, наверное. Можно обойтись, Мгм. но все-таки многие государственные документы и устав, собственно, по умолчанию делается на голландском языке. Можно попросить его, конечно, перевести на английский, но надо иметь в виду, что в случае расхождений всегда голландская версия преобладает. Поэтому даже при переводе всегда нужно либо пользоваться услугами переводчика, которому есть высокий уровень доверия, либо самостоятельно иметь возможность бегло сравнить тексты, посмотреть, что указано в документах. Хорошо, Александр, большое вам спасибо. Очень, мне кажется, полезную информацию вы нам предоставили. Надеюсь, мы в дальнейшем еще также проведем с вами подобные интервью на другие темы. А, Уважаемые Спасибо. коллеги, да, прошу вас, если хотите записаться к нам на консультацию, напишите нам, пожалуйста, по номеру телефона в WhatsApp или подписывайтесь на наш телеграм-канал. Спасибо большое, всего доброго.